Добрый день, уважаемые мои подписчики, гости моего канала. Это пасека Лаврова. Сегодня уже начало апреля. Стоят погожие теплые дни. Мои пчелы сделали массовый облет. И мы подобрали этот день теплый, спокойный, тихий, чтобы сделать ревизию моих семей, осмотреть каждую семью. Это нужно сделать обязательно. Какая задача стоит перед пасечником, в частности передо мной, что нужно сделать в этот период, чтобы пчелы в дальнейшем развивались очень хорошо и без проблем, и у пчеловода не было лишних забот. Что нужно сделать? Вот лично я что делаю? Необходимо убрать подмор, днище очистить и убрать этот подмор. Но эту задачу мы выполняем раньше, чем массовый облет пчел. У меня есть видео, можете посмотреть, когда я делаю это и как я это делаю. Мы это делаем примерно в начале марта. Стоят еще морозные дни. Вот в эти дни, когда мороз, холодно, мы аккуратно снимаем корпус гнездовой с пчелами на дополнительную подставку. И у нас освобождается эта подставка, где этот подмор зимний остается. И мы спокойно убираем. Почему в такой день морозный, холодный? Потому что пчелы в клубе сидят плотно, они не вылетают. Нам легко и спокойно мы эту уборку делаем. Почему именно вот где-то подбираем такие дни в начале именно марта? Если бы сейчас это делать, то нам было бы неудобно. Пчелы, видите, как интенсивно летают. Мы бы сметались пчелы, они бы нам мешали. Нам бы трудно это было делать. А так мы рационально это все сделали где-то быстро. Очистили все подставки каждой семьи. Теперь какая задача? Значит, днище очищено. Это хорошо. Теперь какая задача? Нужно нам осмотреть каждую семью на наличие кормов. Это важно, потому что еще впереди весь апрель, и будут холода, и за этот период пчелы должны накопить массу пчел к маю, чтобы потом делать отводки. А для этого нужно корма. Вот сколько кормов здесь? Если недостаточно кормов, значит мы подставляем из складских запасов сюда корма, даем. Если достаточно, смотрим, пасечный журнал записываем, значит достаточно. Недостаточно, надо дать какое-то количество кормов семье. Что еще надо посмотреть? Еще главное посмотреть, а есть ли рабочая матка в этой семье? А как можно определить? Мы добираемся до первой расплодной рамки, смотрим этот расплод, его качество и тоже в пасечный журнал вносим. Матка качественная, она присутствует, расплод хороший. И не обязательно устанавливать, сколько там рамок. Мы бережем тепло гнездовое пчел. Нам достаточно убедиться, что матка есть, расплод есть. Значит, я вам советую ковыряться в гнезде долго и кропотливо там осматривать не обязательно вот эти дни, а их же мало дней. Тут 2-3 дня теплых, нужно успеть всю пасеку осмотреть. Ну, если у вас там 5 семей, или там, 10-5 семей, вы можете уже и досконально досмотреть семью. Но если большая пасека, лучше время тратить не нужно. Осматривать гнездо так тщательно. Значит, я вам сейчас сегодня и покажу, как я это делаю. Но прежде чем начинать эту работу, мы что еще делаем? Мы осматриваем, вот пройдусь по каждой семье и смотрю. Вот летают пчелы. Вот можно обратить внимание. И причем почти каждая пчелка с обножкой желтенькой. Значит, уже это говорит о том, что расплод есть. Они интенсивно собирают обножку, чтобы кормить расплод. Матка есть, значит, уже можно. Следующую семью смотрим. Ага, носят обножку. Хорошо, следующую. А вот одна семья не носит обножку. Нет у пчел обножки. Они ползают по литку, около литка. Все это подозрительно. Это уже говорит о том, что расплода нет, не носит. Или слабая семья, тоже быстренько эту семью на заметку. Ее нужно тщательно просмотреть.
Вот так мы каждую семью быстренько осмотрели и какой-то анализ сделали по семьям. И вот теперь уже осматриваем. Вот эта семья хорошая, летает интенсивно, обножку носит. Я уверен, что здесь все хорошо. Я даже, ну не знаю, можно еще какую-нибудь показать семью, более слабую. Но в основном семьи у меня все неплохие, хорошо перезимовали. Готовлю я к зиме тщательно, уже есть у меня опыт. Значит, давайте я вам покажу, как я это делаю. Как я осматриваю быстро эти семьи. Снимаем крышу. Утепление. Кстати, про утепление, что надо весной тщательно утеплять. Очень хорошо. Неважно, сильная семья, слабая. Слабая так и нужно особенно утеплять. Я скажу отдельно, как мы утепляем. Ну, утеплять нужно хорошо. Значит, смотрите, обратите внимание, какие силы. Вот я первый раз смотрю эту семью. После массового облета, сколько у нас эта семья зимовала? Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамок. Вот обратите на это внимание. Кстати, можно посмотреть, допустим, и эту семью. Сколько, чтобы не было голословным. Покажу. Вот утепление у меня такое. Смотрите, видите, сколько рамок? Вот я тоже не смотрел. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Вот, видите, 10. Вот можно следующую посмотреть. Ну, я уже так подыму. Смотрите, тоже 10. 10. Так. Кстати, видите, тоже. Да, это по порядку. Можете посмотреть. Но здесь меньше. Ну, посмотрите, видите, как я и не смотрел эти семьи. Видите, настроили. Это с осени еще настроили. Они. Здесь 8 рамок. Это вот слабейшая семья. Хотя, посмотрите, а вот тоже, видите, как настроили. И сколько? А здесь уже 10, да. А здесь 10. Раз, да, 10. Видите, настроили. Это надо, предстоит нам еще все это осматривать, срезать эти сотики. А это семья. Смотрите. А здесь полностью, видите, какая семья? Полностью 12 рам. Бывает и такое, что семья сильная. Так, значит, смотрим. Как я смотрю? Значит, открыли гнездо. Вот оно видно, не смотрели, даже оно запрополисовано после зимы. Значит, нужно освободить. Освободить. Так, сейчас немножко поднимаем. Немножко сдвинуть. Ну вот кормов, я смотрю, что кормов достаточно. Достаточно кормов. Доску мы уберем. Ну, смотрите, вот так быстренько мы смотрим. Вот сколько, видите, корма. Это хорошо. Апрель месяц впереди. Кормов, вот, видите, вторая рамка. Кормовая хорошая. А здесь уже, вот они уже очищают. Очищают для расплода. Вот они готовят пыльца, наносили пыльцу уже для расплода. Ну вот с этого края нет расплода еще. Нам нужно добраться до первой рамки. Ну вот, я уже вижу расплод. Видите? Вот он, расплод так немножко. Ну, относительно хорошо. Расплод плотненький, хороший. Вот он идет сюда. Долго задерживаться не будем. Ну, а та рамка... Значит, у нас расплод в основном пошел
с теплой стороны. Вот там солнце у нас, с той стороны солнце. И обогреваю ту сторону. Это я так специально сделал, чтобы... А вот запасы меда здесь у меня остались. Ну, для вас я сейчас покажу еще одну рамку. Немножко почищу. Для вас я покажу вот эту рамку расплодную. Сколько тут расплода. Ну, тоже расплода. Видите, уже до низу личинки и яйца. Вот весь расплод пошел сюда, в эту сторону. Где теплая стенка. Так. Немножко убрать их. Пчелы. Чтобы не давить. Так, хорошо. Чтобы быстро составить, я планочки вынимаю. Ну, мне достаточно кормов, я за эту семью не волнуюсь. Перезимовали они хорошо, сэкономили корма. Экономно зимовка прошла. Сокращать я ее не буду. Так, быстренько смотрели. Иногда вот прополис я сюда на днище в гнездо. Пчелы потом выбирают этот прополис для своих нужд. Так, ставлю доску. Больше утепления я не даю, как есть. Утепление. И закрываем. Так, следующую посмотрим. Вот где мы посмотрели. У нас есть здесь сотики медовые. Вот, смотрите, сколько я уже этих сотиков нарезал. И вот сейчас мы будем эти сотики вырезать. Тоже такая кропотливая. Вот, смотрите, мурашки, видите? Вот, как с ними вести борьбу? Мурашки. Ну, вот так ведем. Ух ты! Ай-яй-яй-яй, сколько. Пчел, сильная семья, видите, сколько? Так, пчелы вылезают и погибают. Так, сейчас мы продымим, чтобы они ушли. Так, улочки открываем. Покажи это литок. Летают. Так, ну хорошо. Летают там нормально. Несмотря на то, что мы немножко гнездо им пересмотрели. Вот смотрите. Сотики. Видите, сотики? Как они настроили. На это все надо снимать. Выбирать. Так, как же тут мне удобно. Так, пчел, чтобы не повредить. Так. Вот сотики. Так. Да, когда много пчел, это хорошо. Но их много тоже
Сколько... Так. Сколько пчел. Так. Все эти сотики надо убрать. Торопимся. Сотик. Так, и тут же надо убрать. Вот это наша задача. Вот весной очистить это все. Они с медом. С медом. Так, надо же... Вот, видите? Так, теперь надо посмотреть. Надо посмотреть мне корма. О, сколько, видите, корма есть. Тут внизу уже пыльца. Перга уже готовит пергу впрок. Так, здесь вот, видите, где расплод уже. С этой стороны расплод уже. С этой стороны уже расплод. Вторая рамка. Да. Все, больше мы не будем туда лезть. Расплод есть, семья сильная. Корма есть. Можно сюда будет добавить рамку. Это можно сделать. Учитывая, что семья сильная, можно поставить рамку сюда еще с краю. Несмотря на то, что 10 рам здесь. Так, хорошо. Поставим. Мы сюда поставим еще медовую рамку. Ну вот, убедились, корма есть, уже они не голодают, корм есть. Ну, можно еще посмотреть крайнюю рамку здесь. Вот сколько пчел, посмотрите. Вот и с пыльцой пчелка. Так, иди туда или лети. Так, полная коробочка. Так, закрываем. Значит, мы здесь что? Эту семью тоже на заметку берем. Здесь мы дадим дополнительно рамку с медом. Семья хорошая, расплода будет много. Ну вот так вот. Как я осматриваю эти семьи, работы достаточно много. Нужно сотики убрать, настроены еще с осени семьями. Нужно очистить, посмотреть, сколько расплода, если матка. Ну, а слабые семьи у нас, таких совсем слабых, чтобы уже их ликвидировать или соединять, у нас таких и нету. Вот я показал где-то 68-я, по-моему, семья. Там, по-моему, 8. Это, ну, сказать, что она слабая семья, относительно этих она тоже нормальная семья. Но это довольно сильные такие семьи. Ну, видно, вот где летают пчелы, значит, хорошо они летают, и семья, это будет боевая единица. Ну вот, на этом мы закончим это видео. Прошу вас подписываться, ставьте лайк. До скорой встречи. Вот семья относительно сильная. Пчелы летают хорошо, носят обножку. А вот семья, ну, можно сказать, слабая. Видите, уже не так пчелы летают. Они там есть, прилетают. Видите, и с обножкой прилетают. Немножко подождем. Вот, видите, обножку несут. Значит, там мы уже проверяли эту семью. Носит. Но интенсивность лета у них слабая. Значит, мало пчел. Поэтому, смотрите, как мы такую семью утепляем. Смотрите, видите, как мы утеплили ее. Значит, кроме того, что доска, сколько-то здесь, 1, 2, 3, 6 рам. Значит, доску ограничительную, потом пенопласт, вот,
5 сантиметров. Потом снова доской. Видите, утеплили хорошо. Давайте закроем. Вот, утеплили хорошо. Вот так мы утепляем слабые семьи. Но их у нас совсем мало, несколько семей. Но они будут нормально развиваться, но будут отставать в развитии. Можно объединить.